привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим не о шрифтовом дизайне, а о различных играх, которые помогут прокачать ваши навыки и сделают ваши контуры более уверенными. Когда мы начинаем делать шрифты, это нам показаться может очень интересным делом или наоборот очень скучным делом. Но так или иначе мы еще пока не до конца понимаем, что мы делаем правильно, что делаем неправильно и как лучше нам над этим всем работать. Поэтому, чтобы немножко прокачать навыки или наоборот немножко отдохнуть, предположим, вы что-то делали, и вот вам хочется просто отвлечься, чтобы сильно прям не углубляться во что-то, мы можем с вами просто попробовать поиграть в какие-нибудь игры. Я собрал несколько ссылок, которые позволят вам немножко прокачать свои скиллы в работе с контуром, в работе с кривыми, немножко посмотреть, как правильно делать кернинг и потренироваться на других буквах и вообще в принципе как бы прокачать свои навыки в оптическом восприятии букв. Это нам тоже очень сильно пригодится в будущем. Поэтому я покажу несколько разных игрушек, которые в целом вам должны пригодиться. Первое – это игра ShapeType, которая позволяет нам восстановить контур, используя вот эти хендлы. Допустим, вот у нас такой тестовый вариант. Мы берем вот эту точку и двигаем до такого состояния, чтобы у нас максимально буква выглядела красиво. Здесь, конечно, все нам трогать не нужно, но что здесь хорошо? Это, во-первых, позволяет нам изучить, как именно выглядят в разных местах места соединения контура, где находятся узлы в известных шрифтах, потому что здесь вот написано, какие именно шрифты используются. В общем, это позволяет нам тренировать наш глаз. Допустим, я вот на глаз пытаюсь восстановить, сделать букву примерно вот так. Причем я могу, даже вот если Shift я зажму, я могу только по горизонтали двигать. Если я Shift отпущу, я могу двигать вот так. Все как в обычном графическом редакторе. Ну, допустим, я сделаю вот так, нажимаю в любом месте и могу посмотреть на контур. В принципе, я бы еще немножко подвинул здесь и немножко подвинул здесь. Здесь, конечно, надо смотреть, чтобы было как можно больше такое вот схожее положение этих хендлов, чтобы, ну, в общем, вот эту часть нужно контролировать, ее нужно как бы чувствовать. В общем, жмем Compare, и мы видим, что я немножко перетянул в этой части, поэтому это позволяет нам, скажем так, лучше работать над тем, как это все должно выглядеть. В общем, так, если я зажму так, и вот так. Вообще с такими буквами я не работал, поэтому даже сложно представить, как это должно получиться. Возможно, сейчас будет очень плохо. Но мне даже интересно. В общем, вот так я это вижу. Понятное дело, что здесь нужно чувствовать перо там и так далее, но это зато хорошо позволяет нам чувствовать вот форму. Жму. И я даже почти угадал. Но здесь, конечно, вот немножко промахнулся. В общем, идем дальше. Следующая игра нам также позволяет потренироваться, но в этот раз мы с вами уже прям реально будем рисовать контур. Кликаю вот сюда, кликаю вот сюда, кликаю сюда. И восстанавливаю тот контур, который у нас с вами есть. Если я сейчас зажму Shift, то я, как видите, могу двигать только под углом 45 градусов. Если Shift я отпущу, то я не могу двигать под углом 45 градусов, поэтому я кликаю вот сюда, отпускаю Shift. И можно даже, в принципе, его зажать, чтобы строго по вертикали было. В общем, вот так и закрываю контур. Вот, здесь уже посложнее. Кликаю, тяну. Снова кликаю, тяну. Вот тут я промахнулся, это бы надо бы... Так. Ну, в общем, идею вы поняли. У меня здесь получается не очень хорошо. Как бы это сбросить, непонятно. Ладно, переходим дальше. Здесь уже нам нужно покернить. Нас интересуют вот эти две буквы, потому что вот эту трогать мы не можем, вот эту трогать тоже не можем. Можем двигать только вот эти две. То есть мне сейчас нужно их подвинуть так, чтобы это все было максимально красиво с моей точки зрения. И эта штука хорошо тренирует оптическое наше восприятие белого и черного в буквах. Ну, допустим, вот так. Вообще это лучше в маленьком размере смотреть, потому что тут нельзя в маленьком размере смотреть. Так. Кликаю сюда и почти угадал.
Вот, идем дальше. Здесь мне нужно подвигать вот это и вот это. Хорошо. Вот примерно, допустим, так я это вижу. Ну, по мнению авторов этого шрифта, нужно немножко сдвинуть туда. Но опять же, это такой тренировочный вариант. Вот это, допустим, я не трогаю. И делаю вот так. Ну, почти попал. В общем, идем дальше. Следующая игра позволяет нам тренировать нашу память. Нам нужно сейчас здесь угадать, какой из этих шрифтов представлен на картинке. То есть, допустим, меня интересует шрифт Myriad, и я должен угадать, какой из них. Это точно не этот, потому что Myriad это шрифт без засечек. Потом, вот это точно не он, это либо этот, либо этот. Если честно, я не помню. Но, наверное, вот это какой-нибудь Arial, а вот это, скорее всего, он, потому что это похоже на Гельветику, а Arial это клон Гельветики. Кликаем сюда. И, честно сказать, я даже не знаю, как мне угадать правильно, как мне понять, правильно я сделал выбор или нет, потому что я до сих пор могу их кликать. Ну, допустим, пролистываю в самый низ, и после этого жму финиш. Ага, вот здесь я угадал. Все, отлично. То есть, таким образом мы можем с вами понять, вообще мы разбираемся в шрифтах или нет. И это, в принципе, позволяет нам немножко анализировать их и уже как-то в них разбираться. Следующая игра позволяет нам тренировать оптическое восприятие формы. То есть моя задача вот здесь максимально сделать вот эти формы таким образом, чтобы они были максимально симметричны. То есть я беру, ага, тут если отпустил, все, проиграл. Здесь мне нужно найти среднюю точку. То есть, во-первых, мне нужно, чтобы она была не вот здесь, не здесь, а была в идеале посередине. То есть посередине в одной плоскости и при этом посередине между этими двумя точками. Допустим, я жму, оп, почти угадал. Кликаю дальше. Теперь мне нужно, так, вот, мне нужно найти, видимо, среднее положение. Ага, здесь нужно что-то там найти. Здесь нужно, короче говоря, что-то здесь надо делать. Это нужно переводить на русский язык. Сейчас я этого делать не буду, потому что иначе я так на ходу не соображаю, что от меня хотят. Но если перевести и потом уже потренироваться, это очень даже полезно будет. В следующей игре нам нужно сделать максимально совпадающий с этими параметрами прямоугольник. Допустим, я делаю вот такой прямоугольник. Мне нужно, чтобы он был 30 пикселей на 40 пикселей. Отпускаю, и я вообще не угадал. Но я и не планировал, потому что это тест. Идем дальше. 125 на 105. Ну, допустим, это где-то, положим, вот так. Я вообще не угадал. Пробуем еще один вариант. Ну, допустим, это вот так будет. Ну, я вообще не угадываю, но это нужно, чтобы тренироваться. Это полезная штука. В целом, почему бы и нет? Моя задача сейчас не угадать правильно, а показать вам, какие есть инструменты для того, чтобы вы понимали, как это правильно. А точнее, инструменты показать, которые помогут вам делать в будущем правильно и чувствовать форму, потому что я, судя по всему, ее не чувствую. Хотя я не особо-то здесь старался. Следующая игра нам также позволяет тренировать наше видение, наше оптическое восприятие форм, расстояний и так далее. Поэтому здесь мы смотрим, что от нас требуется. Нас спрашивают, эта точка находится в центре или нет. Мне кажется, что да. Кликаю «да». И я угадал. Здесь мне кажется, что она немножко смотрит вот в ту сторону. Чуть-чуть она выше. Поэтому я говорю, что нет. И я угадал. Здесь уже посложнее. Но мне кажется, что она чуть-чуть ниже. Ну, допустим, нет. Не угадал. В общем, такая штука позволяет нам неплохо так прокачивать свои навыки оптического восприятия. Идем дальше. Вот эта штука очень крутая. Она позволяет нам прямо создавать реальный шрифт, исходя из вот каких-то определенных шаблонов. Ну, например, я выбираю какой-нибудь шаблончик. Например, вот этот мне нравится. И здесь я могу выставить определенное количество точек. Допустим, вот этих. И теперь, кликая по разным глифам, могу создать полноценный шрифт. Ну, допустим, вот делаю вот так. Сейчас меня не интересует то, насколько хорошо я это делаю, но зато это позволяет мне вот так
После того, как я создал такой рисунок, я могу его скачать в виде обычного SVG, либо даже полноценного шрифта. Кликаю вот сюда, соглашаюсь, кликаю и проверяю. Вот шрифт, реально я могу его теперь использовать и даже что-то им рисовать. Выберу что-нибудь полегче, например, вот эту штуку. Здесь тоже ничего настроить нельзя, но тем не менее можно как-то вот экспериментировать, смотреть и так далее. В общем, моя задача показать вам, как это все делается, а дальше вы уже сами как-нибудь там с этим разберетесь. Тем не менее, примеры бывают очень крутые. Допустим, сейчас посмотрим галерею. И в галерее прямо есть на что посмотреть. То есть люди реально вот это вот все рисовали, создавали, используя вот такую сетку. Это тоже в целом может вам пригодиться для того, чтобы прокачивать свои навыки вот именно чувство формы, какие-то вот необычные взгляды на буквы и так далее. Все это вам однозначно стоит попробовать, чтобы чувствовать буквы. Еще один интересный вариант – это вот такая штука, которая позволяет нам, вышивая крестиком, грубо говоря, создавая макет для вышивания крестиком, рисовать полноценные буквы. Кликаем сюда, жмем ОК. И вот теперь, используя какой-то цвет, мы можем здесь что-то вот так вот создавать. Тратить время на этот холст я не буду, поэтому просто покажу, какую красоту нарисовала Оля Коваленко, используя вот этот вот инструмент. Она нарисовала такую строчную букву А, очень красивую, и несмотря на то, что здесь у нас есть ограничения, грубо говоря, буквально по пикселям, выглядит все это очень здорово. Поэтому такая штука тоже в целом очень хорошо развивает вашу фантазию в условиях ограниченной какой-то площади. Поэтому обязательно экспериментируйте, пробуйте, почему бы и нет. Можно что-то из этого потом классное реализовать. Когда вы находитесь в поиске идей и, допустим, зашли в тупик и не знаете, какой проект сделать следующим, можно воспользоваться такой своего рода игрой под названием TypeCooker. TypeCooker позволяет вам в случайном порядке подобрать параметры, которые вы должны нарисовать в вашем шрифте. То есть здесь у нас есть несколько пунктов, которые позволяют настроить те особенности, точнее задать те особенности шрифта, которые вы должны нарисовать. Не обязательно это будет полноценный шрифт, вы можете просто нарисовать какой-то эскиз, и потом в будущем он вам пригодится. Но так или иначе, когда у вас своего рода кризис идей, вы можете воспользоваться такой игрушкой. Идея ее достаточно проста. Здесь у нас несколько параметров, которые говорят нам то, какой шрифт мы должны нарисовать. Ну, например, я кликаю сюда, это такой самый-самый базовый вариант, и здесь нам программа подсказывает, как должен выглядеть шрифт. Ну, допустим, это должен быть шрифт с легким весом, он достаточно должен быть широкий, у него должны быть засечки, потому что здесь он оканчивается у нас засечками. Здесь у нас указывается пункт, насколько он должен быть контрастный, потому что шрифт может быть очень контрастный, а может быть совсем не контрастный. И, соответственно, он должен состоять из прописных. Вот, можно перейти на режим, в котором чуть больше параметров, еще больше и всякие различные варианты, где все очень-очень достаточно подробно описано, как именно он должен выглядеть. Можно кликнуть сюда и посмотреть подсказку, что именно. То есть здесь, например, говорится, что нижние выносные элементы должны быть длиннее, чем в обычном случае. Вот, ну, допустим, там какие-то вот здесь параметры. Вот, кстати, интересный момент. Все выносные элементы снизу должны быть очень-очень низкие, а выносные элементы сверху достаточно короткими. То есть это такой вот своего рода челлендж, потому что когда вы рисуете шрифт, вы, скорее всего, там своими привычками определяете то, как он должен выглядеть. А вот здесь вы ломаете свои привычки, потому что вам нужно сделать именно вот так, как написано здесь. И это очень сильно ограничивает вас, но зато позволяет по-другому взглянуть на то, как буквы состоят. В общем, здесь у нас что? Он достаточно контрастный, у него здесь конкретно заданы формы цифр, то есть они должны быть пропорциональны. В общем, это все позволяет нам немножко разнообразить наш подход к созданию шрифта. В общем, клевая штука, когда у вас какой-то кризис идей или просто хочется немножко отдохнуть от проекта, на котором вы работаете, буквально даже вы можете нарисовать просто одну букву, не обязательно рисовать целый шрифт. Но используя вот такой вот набор случайных параметров, можно нарисовать, например, строчную букву А, или какую-нибудь букву С, или еще что-нибудь, просто карандашом, ручкой. Не обязательно четко это все прорисовывать, но
по мере того, как вы будете с этим всем делом сталкиваться, экспериментировать, у вас будут накапливаться какие-то идеи. И, возможно, через время, когда там через лет 5 вы вдруг захотите сделать новый шрифт, вы вспомните, что у вас есть какой-то набросок, и просто используя там 1, 2, 10 букв, или там даже, например, слово какое-нибудь, которое вы нарисовали этим с помощью этого тайп-кукера, вы сделаете полноценную гарнитуру. Почему бы и нет? Клевая штука, очень-очень рекомендую. Ну и последнее, это не совсем игра, которая чему-то нас к такому глобальному учит, но тем не менее это игра, которая связана со шрифтами, с формами и так далее. Она посвящена буквам, и поэтому в целом вы можете, там, когда уж совсем устали от рисования букв, поиграть в игры, которые связаны с буквами. Здесь вы управляете вот такими точками и проходите уровни в разных шрифтовых эпохах, так сказать, и тем самым немножко отдыхаете и, возможно, даже что-нибудь там новенькое для себя узнаете и вдохновитесь. Мы с вами посмотрели игры, которые одновременно и могут вас немножко чему-то научить, как-то прокачать ваши навыки и при этом немножко освободить свою голову, когда у вас прям уже все, так сказать, в голове смешалось и хочется от всего отдохнуть. Это идеальный способ немножко выпустить свой пар. Поэтому не обязательно на это тратить много времени, но просто чтобы немножко расслабиться, вполне себе эти все сайты, которые я вам показал, вполне себе пригодятся. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.